Это только кажется, что картошка фри – очень простое блюдо. Начнем с обсуждения формы брусочков. Я видел ресторан, где из картофелины вырезали шарики. Я видел кухню, где картошку нарезали сначала крупными брусочками, а потом брусочки строгали и получали что-то в форме карандашей. Представляете себе такие картофельные палочки? Все это, конечно, очень красиво и демонстрирует трудолюбие кухонных работников, их уважение к едокам. Но для хорошего картофеля фри достаточно порезать картошку ровными брусочками. Именно поэтому я с картофелины постарался обрезать хоть какие-то горбыли. Мне важно, чтобы все брусочки имели равную толщину по всей длине. Ну а так, в приготовлении картошки фри есть довольно много других секретов, которые гораздо сильнее влияют на вкус готового блюда. Например, картофельные брусочки надо замочить в воде, чтобы растворился и вышел в воду крахмал хотя бы с поверхности брусочка. Смысл этого действия примерно тот же самый, что и в замачивании и промывании риса для плова. Ну а что касается горбылей, обрезков, посмотрите, как их немного, они пригодятся на кухне. В конце концов, их всегда можно пожарить на обычной сковородке с лучком. Для себя. А чтобы пожарить картофель фри для клиентов, на кухне должны быть сухие, чистые вафельные полотенца. Они необходимы для того, чтобы обсушить картошку. Пусть ткань впитает в себя как можно больше влаги с поверхности картофельных брусочков. Ведь эта влага будет мешать обжариванию картофеля. И дело не только в том, что масло будет брызгать. Чем больше влаги на поверхности брусочков, тем сильнее остывает масло, в котором жарят картофель фри. А температура обжаривания картофеля – очень важный параметр. Не переключайтесь. Сейчас я все расскажу. Тщательно, аккуратно обсушите картофель и накройте его другой чистой салфеткой, чтобы он на воздухе не потемнел. А вот теперь масло. И обратите внимание, какое количество масла. Столько масла необходимо не для того, чтобы сделать картошку пожирнее, а для того, чтобы масло накопило как можно больше тепла и как можно меньше остывало, когда в него опускают картошку. Температура обжаривания картофеля на первом этапе – это примерно 160-170 градусов. Я выставляю на своей плите 166 градусов. Моя плита автоматическая, она позволяет контролировать температуру. У кого нет такой плиты, должен приобрести кухонный термометр, о необходимости которого я твержу уже лет 15 или 20. Пожалуйста, не оглядывайтесь на так называемых настоящих поваров. У них огромный опыт. Они эту температуру чувствуют руками, лицом. Даже по шкварчанию картофеля определяют. Да и то, далеко не все. Уверяю вас, если вы приобретете термометр, у вас картошка будет получаться намного лучше, чем в большинстве ресторанов. А если в каком-то ресторане картошка получается очень вкусной, то имейте в виду, там, скорее всего, стоит автоматическая фритюрница, которая поддерживает требуемую температуру. Второй вопрос. А сколько времени необходимо обжаривать картошку на первом этапе? А это зависит от мощности нагрева, от объема масла, от исходной температуры картофеля и от количества картофеля, которое опускается в масло. То есть высчитать эту температуру, наверное, теоретически можно, но по очень сложной формуле. А необходимо ли использовать сложные формулы на кухне? Лучше я вам раскрою один секрет, который позволит получать очень вкусную картошку всегда. Но сейчас температуру нагрева масла необходимо увеличить до 190 градусов. Сейчас картошечку посолить надо. Вы обратили внимание, что я выкладывал ее на бумагу, чтобы впиталось лишнее масло с поверхности картошки. Я теперь перекладываю в другую емкость и тоже на бумагу. Теперь секрет. После первого этапа обжаривания картошка должна получиться
мягкой. Посмотрите, я держу ее за один конец, она изгибается примерно градусов на 30. Ее уже можно кушать, но это еще не вкусная картошка фри. Предстоит второй этап. Обратите внимание, что я закладываю картофель в кастрюлю небольшими порциями, чтобы масло не остывало и картошка жарилась при высокой температуре, а не варилась и не размякала в едва теплом масле. А до какого цвета необходимо жарить картошку на втором этапе? Я абсолютно убежден, что не до красного и не до черноты на углах брусочков. И вообще, второй этап происходит довольно быстро. Если на первом этапе картошка жарилась, может быть, минут 8 или 10, то сейчас только 2-3 минуты. И посмотрите, вот это правильный цвет. И вот это правильная консистенция картошки. Обратите внимание, она больше не сгибается. Теперь она стала упругой, и поверхность ее изрядно хрустит. А вы задумывались, почему пенится масло, когда мы жарим картошку? Дело в том, что из картошки продолжает выходить влага. Мельчайшие капельки воды вскипают, образуют пузыри пара. Эти пузыри пара грозят выплеснуть масло наружу, поэтому иногда приходится подуть. А вообще-то было бы лучше взять более глубокий казан. Самое сложное дело на кухне – приготовить очень простые продукты так, чтобы превратить их в шедевр. Кажется, сейчас мы справились с задачей, настроение у меня хорошее, и остается только подать картофель. Было бы правильно подавать непосредственно из казана. Обжарили и подали. Обжарили еще одну порцию и подали. Не надо, чтобы картошка ждала официанта. Необходимо как можно скорее подать ее на стол, пока она хрустит, пока она не обмякла. Но перед подачей на стол я хочу посыпать картофель мятой, чабрецом, базиликом. Разотрите сухие травы между пальцами и посыпьте через сито. Необходимо только оттенить вкус масла. Сухие травы справляются с этой задачей очень хорошо. Картошка получается не только вкусной, не только хрустящей, но еще и очень ароматной. Я еще раз хочу сказать, что хорошая кухня – это в первую очередь трудолюбие. Это в первую очередь знание. Это в первую очередь любовь к едокам и уважение к продуктам. Иногда говорят, повар должен быть добрый. А в чем должна выражаться его доброта, если не в любви?